Всем привет, друзья! Меня зовут Камила, рада видеть всех на своем канале. Наконец-то триумфальное возвращение на канал после долгих месяцев отсутствия. Рада снова снимать видео. Много чего произошло и в мире, и в моей жизни. Я переехала в другой город. Моя мама купила мне отдельную квартиру, за что ей огромное спасибо. Самая лучшая мама на свете. Я постараюсь больше не пропадать так надолго и снимать и выкладывать видео регулярно. Как вы могли уже понять из названия этого видео, я буду выбирать книги на прочтение на июнь. Я решила снимать каждый месяц отдельно и не делать общие планы на лето. Я сейчас читаю 2 книги в электронке, еще одну слушаю в аудиоформате, но решила выбрать еще несколько новых книг на прочтение. Мне кажется, это вечная проблема книголюбов и читателей – начинать новые книги, когда у тебя еще куча непрочитанного, но не будем обращать на это внимание. Если вы долго смотрите BookTube или, может быть, смотрите англоязычный BookTube, вам должен быть знаком такой формат выбора книг, как TBR Jar. Jar – это банка, TBR – книжные планы. Такой формат был популярен где-то в году 15-16, может быть, раньше на англоязычном BookTube. В банку складываются бумажки с названием книг и вытягиваются совершенно рандомным образом. Почему я выбрала именно такой формат? Я одинаково сильно хочу прочесть все книги из своих планов. Таким образом получается некий такой эффект лотереи, что мне кажется довольно интересным. Поэтому я решила выбирать книги именно так. Я собираюсь выбрать 3 книги таким образом и еще 2 с помощью книжного бинго, о котором расскажу чуть позже. Ну что, давайте выбирать. Мне очень интересно. Так, хорошенечко помешаем. Так, и первая книга «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека. Стейнбека люблю. Один из моих любимых писателей, и буду рада снова к нему вернуться. Так, одна есть. Так, вторая. Что это? Повести, рассказы Достоевского. Не думала я, что так быстро вернусь к Достоевскому, но я совершенно не против. Достоевский один из моих любимых писателей. Я читала его «Бесов» в январе месяце. У меня есть книжный влог на канале, там я рассказываю, делюсь своими впечатлениями во время прочтения. Но когда я дочитала книгу до конца, это был просто взрыв мозга. Но я об этом не рассказывала на канале. Я собираюсь в конце июня снимать полное прочитанное за полгода. Там, я думаю, расскажу подробнее о «Бесах» и о повестях и рассказах. Так, пока что выпали 2 любимых писателя. Ну-ка, 3-я книга. Что у нас здесь? Пеппи Длинный чулок. Это детские книги, которые у меня есть отдельный подпункт в книжных планах с детскими книгами, и я включила туда Пеппи Длинный чулок. Ну что, немножко такой странный получился наборчик. «Зима тревоги нашей» Стейнбека, повести и рассказы Достоевского и Пеппи Длинный чулок. Ну, будет интересное чтение, мне кажется, в июне. Переходим к книжному бинго. Переносимся на страницы моего читательского дневника, и здесь на 2 разворотах у меня расположилась игра «Книжное бинго». В чем суть книжного бинго? Эта игра помогает вам расширить ваши читательские горизонты. Вы можете выбрать темы, авторов, жанры, которые вам не свойственны, и книги, которые вы обычно не читаете. Такой некий выход из комфортной читательской зоны. Давайте посмотрим поближе, что у меня здесь. Здесь всего 24 ячейки. Кстати, на Pinterest, если вы вдруг захотите сыграть в книжное бинго, есть куча вариантов разных. Вы можете выбрать что-либо оттуда или, как я, составить свои собственные
ячейки и выбрать темы, которые наиболее интересны именно вам. Давайте посмотрим поближе, что у меня здесь. Первое. Автор из необычной для меня страны, феминизм, искусство, философия, автор женщина, нон-фикшн, в планах больше 5 лет, эссе, сборник поэзии, биография, древнегреческая классика. Здесь должна была быть античная классика, включая древнеримскую, но, судя по тем книгам, которые я выбрала, я написала название правильно, потому что я выбрала именно древнегреческую классику. Книга о книге. Моя любимая тема ЛГБТ, книга о любимой стране, премия «Русская классика», тяжеловесная классика. Тяжеловесная именно по смысловой нагрузке. Новый автор, толстячок, объемные книги, больше 900 страниц. Любимый автор, действие происходит в закрытом пространстве. Здесь в основном я выбрала герметичные детективы. Триллер, вот, кстати сказать, вообще мне не свойственная тема и жанр, любимый жанр и сборник рассказов. И на правой стороне у меня расположился список книг. В каких-то темах есть по несколько книг, в каких-то по одной. Все будет зависеть от моего желания и настроения. Я могу прочесть одну книгу или прочесть несколько. Но даже если я прочту всего лишь одну книгу, пункт будет считаться закрытым и засчитанным. Давайте посмотрим поближе, что у меня здесь. Автор из необычной для меня страны. Я тут выбрала Африку и скандинавские страны. Второй пункт. Феминизм, миф о красоте и загадки женственности. Так, дальше, что у меня здесь? Например, в 6 пункте «Лето целого века», нон-фикшн, у меня здесь только одна книга. Интересный для меня пункт. 7 это «Плана больше 5 лет, жутко громко и запредельно близко». Никак не могу добраться до этой книги. Если выпадет этот пункт, думаю, наконец прочту ее. Также необычный для меня пункт – это 9 сборник поэзии. Сюда я включила «Листья травы» и также написала фамилии поэтов. Эмили Диккенсон, Йейтс, Эллиот, Бродский, Рильке. Также включила японскую поэзию. Например, дальше что у нас здесь? Книга о любимой стране. Здесь у меня нон-фикшн по истории Японии. Очень интересный для меня пункт – это премия. Здесь у меня 2 премии – Букеровская и Пулитцеровская. Букеровская «Амстердам» Макьюина, «Бесчестие» Кудзеев, Пулитцеровская «Цвет пурпурный», «Эмпайр Фоллс» и «Сочувствующий». Дальше, например, в тяжеловесную классику я записала только одну книгу – это «Игра в бисер». 18 пункт – новый автор. Здесь у меня Кадзуо Сигура, Бродский, Амелина Том, Пархан Памук. 20 пункт. Любимый автор. Здесь у меня Фаулс, Моэм, Консервный ряд Джона Стейнбека, Сестра Кэрри Драйзера и The Girl Who Wrote Loneliness. Это непереведенная книга моей любимой корейской писательницы Шин Гён Сук. Дальше, например, совершенно несвойственный для меня жанр – это триллер. Сюда я включила «Поезд убийц», «Головокружение», «Семилетняя ночь». Любимый жанр. 23 пункт. Здесь у меня постмодернизм и экзистенциализм. Вот так это примерно выглядит. Кстати, как я буду выбирать темы? С помощью рандомайзера буду ставить границы от 1 до 24 и случайным образом выбирать номер и тему, соответствующую этому номеру. Давайте теперь сгенерируем случайное число от 1 до 24. Сгенерировать. Вышло число 22. Не знаю, видно вам или нет. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Я уже догадываюсь. Да, триллер, 22 пункт. И что я здесь написала в жанре триллер? «Поезд убийц», «Головокружение» и «Семилетняя ночь».
Я ранее говорила, что выберу только 2 книги с помощью книжного бинго, но знаете что? Я хочу прочесть все 3, потому что это вообще не свойственный для меня жанр. Вот так же, как и я, если вы будете играть в эту игру, вы сможете расширить свои читательские горизонты, выйти за рамки и окунуться в те несвойственные вам жанры или необычные для вас темы. «Зима тревоги нашей», повести и рассказы Достоевского, «Пеппи длинный чулок» и 3 книги жанра триллер, «Поезд убийц», «Головокружение» и «Семилетняя ночь». Вот такими получились мои книжные планы на июнь. Мне, честно говоря, очень понравилось выбирать так книги, и было довольно забавно. Надеюсь, вам тоже понравился такой формат. Оставляйте свои комментарии. Вы уже составили свои планы на чтение на июнь, или, может быть, вы составили целый список на лето? Как вы выбираете книги? Просто по желанию, или, может быть, у вас есть какой-то свой особый способ? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующих. Пока-пока.